Всем привет! Это видео о довольно распространенной неисправности всех перфораторов и малых отбойных молотков. В ремонте оказался Bosch GBH226 вот с такой проблемой. Вылетает бур, то есть не держится любая оснастка с хвостовиком SDS+. Устройство патронов данного типа на всех перфораторах практически одинаковое, поэтому рассмотрим все повреждения, которые влияют на фиксацию оснастки, причины их возникновения и, конечно же, отремонтируем. Но поскольку это проблема также больших перфораторов и отбойных молотков, разберем, посмотрим принцип работы и основные неисправности патрона под хвостовик SDS Max на примере этого 11-го Bosch. Разбираем наш патрон. И прежде чем говорить о неисправностях, давайте посмотрим, каким образом он работает в исправном состоянии. На хвостовике любой оснастки есть два углубления, куда попадает этот шарик. Его прижимает пружина с направляющей шайбой, а фиксирует металлическое кольцо. При установке бура шайба отжимается шариком, и он попадает в углубление. А при надавливании на пластиковый пыльник патрона кольцо сдвигает шайбу вниз, позволяя освободиться шарику. Вылететь ему в этот момент не дает борт в пыльнике. Чаще всего изнашивается направляющая шайба и сам шарик. Вот так выглядит новая. Это была установлена на перфораторе. При подобной выработке она не будет плотно прижимать шарик, и бур будет постоянно вылетать, либо и вовсе не фиксироваться в патроне. Такие повреждения являются следствием выдергивания бура из отверстия при закусывании. При очень сильном износе шайбы шарик провалится под нее и либо выломает борт в пыльнике, либо зажмет его на одном месте, не позволяя отжаться вниз. Поэтому пыльник также стоит осмотреть. Если он будет иметь скол, при демонтаже оснастки шарик в него провалится. Сам шарик должен быть идеально круглым и не иметь вмятин, иначе будет плохой зацеп с оснасткой, и она будет также постоянно вылетать, либо и вовсе не фиксироваться. Практически все перфораторы имеют диаметр шарика в 7 мм. Когда это кольцо имеет выработку или сколы, шарик утапливается в него, ослабляя бур. Еще он может вылететь между кольцом и прижимной шайбой, повредив пыльник. Это результат естественного износа, либо все тех же ударов при закусывании бура. Если все вышеперечисленные детали целы, обратите внимание на ствол, а именно на то место, куда устанавливается шарик. Со временем в нем тоже образуется выработка. Чаще всего по причине того, что оснастку не смазывают, и строительная пыль начинает действовать как абразив. То же самое касается и износа шарика в случае, когда он имеет овальную форму. Ствол достаточно дорогостоящая деталь, и временно решить эту проблему можно, установив шарик диаметром 8, а иногда и 9 мм. Продаются они практически в любом магазине подшипников. Также стоит осмотреть и внутреннюю часть. Бывает, что отверстие в нем изнашивается и оснастка начинает гулять. Внутри ствола есть два направляющих шлица, которые удерживают оснастку в режиме сверления. Со временем они стачиваются, и это одна из причин, по которой прокручивается бур при сверлении. На этом стволе видно, что от шлицов практически ничего не осталось. Ну а теперь давайте собирать наш патрон. Немного смазки и устанавливаем его в ствол. Поскольку это Bosch, он съемный и фиксируется 4 роликами. Такие же патроны можно встретить и на его копиях, которых масса на рынке электроинструмента. Устанавливаем пружину, новую направляющую шайбу и новый шарик. Кольцо также новое. Пыльник.
стопорное кольцо. При установке его лучше немного поджать. Еще одна шайба со стопором. И резиновый пыльник. Немного смазываем сам бур, не более 1 грамма смазки. И проверяем. Не забывайте, что износ может иметь также и сама оснастка. Теперь разбираем патрон под SDS Max. Здесь нагрузки на патрон намного сильнее, и вместо шарика оснастку удерживают 2 ролика, которые попадают в эти углубления. И удерживает их не кольцо, а такая муфта. При надавливании на пластиковый пыльник патрона муфта отжимает шайбу, ослабляя ролики, и оснастка становится на место. То же самое и при демонтаже. Под шайбой установлена пружина. Справа муфта и ролики от этого отбойника Bosch, а слева от перфоратора Makita. Ролики конструктивно отличаются, но так же как и на малых перфораторах шарик, чаще всего изнашиваются и уже нормально не фиксируют оснастку. Причина этому все та же строительная пыль и грязь, которая попадает в патрон, особенно когда буры не смазываются. И если муфта от Bosch имеет ровный внутренний борт и редко выходит из строя, то на Makita в ней есть 2 направляющие под ролики. И эти места, куда они упираются, также подвержены износу. Но на таких роликах ломается этот крючок. Либо ушко в шайбе, где он установлен. Бывает, что изнашивается отверстие в стволе, и если на данной модели это не критично, поскольку ролик имеет крючковатую форму, то на Makita с такой же проблемой ролики начнут проваливаться внутрь ствола. То же самое и при сильном износе самого ролика. Смазываем ствол и собираем патрон. Пружина и прижимная шайба. Ролики. Муфта. Демпферная резинка с шайбой. И стопорное кольцо. Пластиковый и резиновый пыльник. Смазываем пику так же, как и на SDS+, не более 1 грамма. Изнашиваться могут углубления в самой оснастке, и это станет причиной плохой фиксации. Здесь внутри ствола также есть шлицы, при износе которых на перфораторах будет прокручиваться бур. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии.